Здорово. Вот мы и подобрались к заключающему фильму из трилогии Хроник Нарнии «Покоритель Зари». И также по совместительству моему любимому фильму серии. Вышел он через 2 года после второго. И, к сожалению, историй, связанных с данным промежутком времени, у меня нет. Так что нести вам хуйню я не смогу. В связи с чем не будем тянуть льва за гриву и начнем. Приветствует нас красивый переход и пролетка по какой-то церкви, пока на фоне пролетает самолет. Мы видим нашего знакомого справедливого короля в очереди на призыв в армию. Эдмунд пытается податься туда с поддельными документами на имя Альберт Эврет. Альберт Эврет. Здесь опечатка. Должно быть Альберт Вред. Эдмунд, Теперь вместо Питера именно он начинает жаловаться, что хочет в Нарнию, к сражениям и правлению, а не все это. Они, кстати, находятся в Хуева-Кукуева у своих дяди с тетей и двоюродным братом, у которых реально фамилия Вред. Также нам пока немного намекают на арку Люси и перемещают в их временное место жительства, где мы смеем приветствовать лучшего, по моему мнению, персонажа всей серии. Юстаса. Он ноет за свой дневник, как ему осточертело быть самым умным, и также жить с нашими героями, которые как раз тут как тут. Дядя Гарольд, как настоящий Сигма Мейл, не реагирует, что женщина ему что-то там балакает, а Эдмунд с Мелким начинают потасовку, которая продлилась недолго, ведь они узнают, что им пришло письмо от Сьюзен. В том он говорит пару интересных вещей. Например, оказывается, мое предположение, что Бати героически помер на войне, неверно. Правда, разницы особо нет, ведь он застрял на работе и никак не уделяет время своим детям. Питер и Сьюзен, кстати, в ёбаной загнивающей Америке, где душная королева уже нашла себе в британском совете хахаля. И давайте мимолетом про то, как в Нарнии время протекло. По сюжету вроде как с событий последнего фильма прошел также год, как и между первым и вторым фильмом. Однако на Вики говорится, что в Нарнии прошло 3 года. Если отталкиваться от таких чисел, то по моим расчетам в реальности должно было пройти 2 часа. Но это очевидно не так, что может означать лишь несколько вещей. Первое, возможно, мои изначальные калькуляции были неточны, но а. Сомневаться во мне глупо, а б. То, что в первом фильме Нарнии как минимум проходит часа 1,5 за секунду реального времени, отрицать невозможно, так что не подходит. Второе. Вики врет, и эта информация не актуальна для фильмов, но это тоже неверно, позже станет понятно почему. И третье. Создатели первого фильма поклали огромную хуяку на механику, книги и в принципе, а последующие части сделали так же. И это самое логичное ему заключение. Винить я никого не буду, ведь тоже поклал огромную хуяку на книги. Также в письме Сьюзен говорит, что поганые фрицы обнаглели, и пересечение границы слишком опасное дело. Так что этим двоим еще придется пожить у Вредов месяца так 3. У младшего дуэта от этого рвется жопа, но они ничего не могут с этим поделать. Опять мимолетом происходит... я хоть каплю похожа на Сьюзан. Но Эдмунд решает подметить, что на картине в комнате Люси появился из-за волн корабль, и та подмечает, что и вправду, как будто из Нарнии пришел. Повыкобениваться тем, какой он эрудированный, приперся Юстас. Нет. Входишь, стучи! А я дома. Хожу где хочу. А в гостях. После нескольких словесных и даже физических обменов любезностями, ни с того ни с сего, картина начинает оживать, и мало того, еще и превращаться в межпространственный портал. И учитывая изображенное на картине, неудивительно, что оттуда палило так немало. Юстас попытался ее взять да сломать, но ему четко помешали, и в итоге...
сразу по прибытии в Нарнию они видят корабль. С него кто-то выпрыгивает для захвата утопающих. И оказывается, что этот кто-то — это Каспиан. Забравшись, они радуются воссоединению. На сцене даже появляется Рипи Чип. Но выясняется, что в этот раз никто в рог не трубил. Так что их появление здесь пока загадка. Юстас начал истерить, что не так неожиданно, кто б не охуел от такого. Я требую немедленно ответить, где я нахожусь! На покорителе Зари, самом быстром корабле Нарнии. Что такого я сказал? После оглашения команде о прибытии короля и королевы, они проходят в каюту, где нам показывают пару ностальгических вещей. Типа лук и рог Сьюзен, вещи Люси, меч Питера и... Спасибо. Каспиан говорит, мол, он везде побывал, все потрогал, так что в Нарнии уже 3 года все тихо да прекрасно. На что возникает вопрос надобности дуэта. Принц, или уже король, заводит телегу про то, что сейчас они ищут 7 лордов Тельмара, которые были верными друзьями его отца, и которых хотел убить Мирас. Мол, они пропали, и что-то все это плохо пахнет. В данный момент корабль отправляется к одиноким островам, ведь именно там их видели в последний раз. Люси спрашивает, что находится дальше одиноких островов, на что капитан отвечает: Мир невиданных существ. Морские змеи, гигантские чудовища. Морские змеи. Ладно, капитан. Знаем мы ваши байки. Кстати, как интересный факт, Каспиан себе партнера не нашел, ведь, как я и предполагал, Сьюзен его объебала, и тот считает, что нет никого лучше, чем она. Да. Ну, они плывут. Рипи Чип на носу корабля поет про какое-то место восточнее Востока, где вода не соленая, а сладкая, но его прерывает Люси. Тот, кстати, говорит, что, по его мнению, за островами находится страна Аслана, хотя он и сам не особо знает, но верит и хочет заслужить возможность туда попасть. Русалки поприветствовали прибывшую королеву, а пацаны устроили дуэль, в которой победила дружба. Сиблинги уже в который раз повторяют, как им тут нравится, что уже конкретно заебало Юстаса. Рипи Чип отмечает, какой же он нежизнерадостный, и тот начинает жаловаться. Когда мы доберемся до цивилизации, я обращусь к британскому консулу, и вас всех арестуют за похищение. Похищение? Забавно. Мы тебе жизнь спасли. Меня держат насильно! Разве? В ужасных антисанитарных условиях, среди какого-то зоопарка. Он что, всегда столько ноет? Это он только начал. Но все сошло на нет, ведь показалась земля. Они замечают, что на острове не поднят флаг Нарнии, хотя они являются ее частью, что очень подозрительно. Эдмунд говорит: спускайте шлюпки, готовьте жопы, но... Ваше Величество, на корабле я подчиняюсь королю Каспиану. Ясно. Спустим баркасы. Дринен, возьмите лучших людей. Есть. Таврос? Значит, поплыли они к берегу. И я что-то не понял, а нахера этого нытика взяли? Высадившись, они понимают, что как-то слишком тихо. Главная четверка, предварительно сказав идти за ними, если они не вернутся к утру, пошла на разведку. И я опять не понял, нахер он с ними пошел. Как раз Юстас, кстати, и заметил, что в одном из домов тихо забившаяся семья сидит. Но решил спиздеть, типа никого нету, давайте сваливать. В итоге его оставляют на дежурстве возле входа в церковь. Внутри наше трио находит какую-то книженцию с именами и цифрами, где некоторые зачеркнуты. Каспиан понимает, что это каталог работорговли, и тут на героев нападают какие-то черты. Битва шла неплохо, пока какой-то расфуфыренный не схватил дежурного, указывая на то, что нахер он тут был не нужен. Главный прохиндей сказал бойких пацанов в темницу запихать, а остальных на продажу. И вот мы как раз таки оказываемся в темнице, видимо уже на следующий день. Эдмунд только оклемался, и они с Каспианом, пытаясь выбраться, слышат, как в углу кто-то говорит что-то типа: «Ну и как мы выберемся?» Отсюда не выбраться. Кто это сказал? Никто. Дед с угла оказывается одним из тех самых лордов Тельмара. И пока тот базарит с Кармсом, Эдмунд решил зачекать решеточное окно, через которое видит неприятную сценку, где у мужика и его дочери спиздили жену. Всех пленников упаковали на лодки и привязали. На вопрос «нахуя?» ответ: Смотрите.
Что это было? Жертвоприношение. Зеленый туман, по словам старика, пришел с востока, за одинокими островами, и тех, кого отдают в жертву, просто в нем пропадают. Он же говорит, что миссией семерых как раз таки было найти и уничтожить источник тумана, и остальные лорды поплыли дальше. Выясняется, что раз уж наших героев не собираются продавать, значит отправят в жертву туману. И есть, конечно, пару вопросов, типа, хули этот дед все еще тут, а не отправлен в жертву? Или, например, учитывая, что их через 2 минуты поведут к лодкам, как часто они приносят жертвы туману? Только недавно отправили дюжину людей и отправляют снова. Да у них бы, блять, вообще людей не осталось в городе. Ну, хер с недоработками, мы видим аукцион, где Люси сметают с полок, а Юстаса никто не хочет брать. В то же время наших пацанов выводят на крепость, а капитан с Репичипом и командой организуют операцию по спасению. Начинается заварушка, в которой нарнийцы удерживают несокрушимое преимущество, и даже жители города пошли им помогать, а Юстас дал по съебам. Правда, за ним до лодки проследил какой-то опущенец, но тот не растерялся и легким взмахом весла помог ему попить соленой водички. После этого мы сразу видим, как все идут с победой, и к Каспиуму подбегает тот самый мужик, у которого сперли жену. Тот просится на борт, ведь сам бравый моряк и хочет отыскать эту дрянь. Дочь тоже напрашивается, но батя ее оставляет с тетей. На пристани тот самый лорд отдает принцу-королю меч. Говорит, что таких мечей всего 7, и они не простые, а наполнены тайной магией. Были созданы еще в Золотой век Нарнии самим Асланом. Ну и что добру пропадать? Передали его Эдмунду, пусть почистит. Уже на корабле мы опять следим за мыслью Юстаса через дневник. Он излагает, что он в ахуе со всей ситуации, так еще и крыса эта мразь такая мерзкая, что все на корабле какие-то поехавшие, включая справедливого короля. Пытается он, кстати, еще поговорить с Чайкой, но та оказалась дикой. Видимо, со второго фильма некоторые животные все-таки не вернулись с одичалой стороны. Наш бравый Нитакуся спускается в трюм, чтобы найти похавать, и прихватывает первый попавшийся апельсин. В процессе его застукал Репичип. Он пытался по-хорошему поговорить, но Юстас сделал непростительное. Трогать хвост, подаренный Асланом, это высшая дерзость, так что, дав ему в руки нож, мышь запрашивает дуэль. И через увлекательнейшую сцену боя, где Репичип его учит, задирает и унижает, обнаруживается, что на корабль пробралась дочь того мужика, а Юстас, возможно, не так безнадежен, как кажется. Проплыв дальше на восток, герои натыкаются на некий остров. Предположив, что лорды могли тут остановиться в своем путешествии, они решают высадиться и заночевать на берегу. Посреди ночи на песке резко стали появляться огромные следы. Голоса невидимок перешептываются, кого спиздить, и в итоге выбор пал на Люси, ведь она девка и она не сможет дать отпор, а также читать могет. Принесли они ее на какую-то опушку и начали запугивать, какие они страшные, и тебе вообще повезло, что ты нас не видишь. И для чего же они ее похитили? Короче, заходи в особняк и читай там на 2-м этаже книгу заклинаний, чтобы сделать незримое зримым. Да-да. Незримое зримым. А чё вы сами это не сделаете? Так мы читать не умеем. И писать. И какать. Окей, а чё за особняк-то? Ну, ей еще про какого-то тирана сказали на дорожку, и она пошла. На пляже к этому времени уже проснулся каспийский мореплаватель и разбудил Эдмунда из-за следов. А тот, в свою очередь, заметил, что Люси нету, так что все подорвались ее искать. Все, кроме Юстаса. Люси вот как раз нашла книгу, у которой подставка с анимированными инструкциями по эксплуатации. Писанина, кстати, реально называется «Книга заклинаний». В ней есть такие бенгеры, как «Спел от зубной боли», «Для амнезии», «Чтоб шла кровь из всех мест» и «Чтоб все было в снегу». Прочти заклятие, человек, и все засыплет белый снег. Люси решила сдуть с книги снег, а она как зашелестила. Но подруга рукой бац и остановила, в, казалось бы, случайном месте, а из книги поплелся туман. Заклинание на странице говорит, что превратит в ту, кем ты желаешь стать. И в отражении Люси увидела, как стала Сьюзен. И вы уже наверняка поняли, как Люси озабочена своей красотой в этом фильме, и это типа будет ее арка. Но я даже не знаю, как к этому относиться. Ну, вроде со стороны персонажа это не так плохо. Типа у нее переходный возраст, и она хочет быть красивой. Но ставить в идеалы Сьюзен, просто потому что, я не знаю, на нее запал идиот, знавший ее от силы 2 недели, сомнительно.
В любом случае, Люси этим очень озабочена, так что решает забрать страницу с собой, на что отовсюду слышится рык Аслана. Но она решает просто продолжить то, зачем она пришла. И как кстати, именно нужное заклинание по длине уступает разве что моему Команда Покорителей Зарей только подошла к той самой опушке, где их начали чмырить невидимые, постоянно приговаривая, какие они страшные. Но как только Люси завершила каст, обнаружилась неприглядная истина. Я с головой тигра и телом... Другого тигра! Не злите нас! Или что? Или я порву вас когтями! А я насажу вас на бивни! А я загрызу зубами! А я пропарю клыками! И раздавите своим жирным брюхом. Да! Защекочете ногой? В то же время сама королева обнаружила, что в замке кто-то тоже бродил невидимкой. И это, конечно, интересно, наверное, было ходить вокруг, пока из твоей книги вырывают страницы. Но окей. Эдмунд выпытал у уродцев, где младшая, а она тут как тут, с тем самым магом. И Юстас тут как тут, и Папус тут как тут. Вышедшая сестрица пообъяснила, что это данного джентльмена остров, на что одноногие говорят, что он тиран, хотя тот их не тиранит, но мог же, если бы захотел. Юстас любезно поинтересовался, кто это вообще такие. Однотопы! Ну да, как я мог забыть? Волшебник проводил героев в особняк и с помощью зрелищной карты, на которой изображены отсылки на предыдущие части, начал пояснять, что к чему. Говорит он, что вот, гляньте, темный остров, там, короче, обитает зло, чистейшее типа зло. Оно хочет уничтожить мир, чтобы победить, надо разрушить его чары. А помочь в этом должны 7 мечей Аслана. 6 лордов к нему уже заходили, и он их отправил за голубой звездой на остров Раманду, чтобы они положили 7 мечей на стол Аслана, не путать с каменным столом. Только положив туда все 7 мечей, чары спадут. Ну и раз уж лорды проебались, то все ложится в руки наших героев. Но волшебник предупреждает группу, что зло просто так сидеть не будет. Оно будет всеми силами искушать их и проводить испытания, склонять на темную сторону. Он очень сильно акцентирует внимание на Люси, что, по-видимому, означает, что он таки увидел, как она вырвала страницу, но вмешиваться в испытания он не намерен. Напоследок, кинув глубокую цитатку, он отправляет команду дальше, в плавание, на поиски голубой звезды. Правда, им не повезло, и уже как 2 недели они по шторму гуляют. Юстас как раз жалуется об этом в свой дневник. Ему вообще непонятно, нахер не послушали деда в халате, и теперь их мотыляет как пьяную пчелу, а земли так и не видать. О том же разговаривают и мужики в кабинете. Капитан говорит, что они застряли посередине трахания нигде. Провианта хватит еще от силы на 2 недели, и по-хорошему надо бы разворачиваться. В такую погоду вашу синюю звезду и так не заметишь. А коль проплывем мимо острова Раманду, можем и за край света упасть. Эдмунд ответил на это колкостью про морского змея, на что капитан выдает, что команда уже начинает нервничать. Но Каспиан его быстро угомонил, напомнив о мужике, чью жену они ищут. Он, конечно, отступил, но предостерегает их, что не к добру все это. А в то время Люси, прячась как подросток под одеялом, опять читает заклинашки. Зеленый дым настраивает атмосферу, и резко все меняется. Шторма как не бывало, а Люси теперь и в обычном зеркале начинает видеть себя как Сьюзен. Тот же зеркало превращается в дверь, и она проходит на какой-то званый праздник. Все вокруг сияет, играет классический джаз, и за руки ее подхватывают братья, нахваливая ее внешность. Проходящий мимо фотограф за 30 гривен час решает сделать фотокартинку, на что Питер выдает... О, маме понравится. Все дети на одном снимке. Люси такая, а где я? В смысле, которая настоящая. Но те ничего не поняли, и тут до нее доходит, что что-то не так. Эти олухи даже про Нарнию ни слухом, ни духом, и тут вспышка, а мелкая стоит перед зеркалом. А из-за спины... Люси. Аслан, Тот говорит, что дурная ты, что ж ты не понимаешь, что же эти идиоты без тебя делали? Тебе нужно понять, что ты, и это важно. И в этом вся ее арка. Насчет зависти и ценности самой себя. В принципе, неплохо. А вы, кстати, замечали, что именно у Люси какая-то особая связь с Асланом? Я вот замечал, только сказать мне про это нечего. Лев отпускает ее с предупреждением, и та просыпается, после чего сразу сжигает листок. От него, судя по всему кораблю пошел дымок. Каспиан от него начал какие-то кошмары видеть про отца,
А перед Эдмундом из этого дыма воспроизводится ледяная колдунья, но от этой херни его спасает Люси. Они понимают, что все это не к добру. Уже на следующий день они набредают на какой-то голый остров, решают остановиться, чтобы найти что-то из провианта и проверить, не было ли тут лордов. Каспиан с Справедливым и Люси назначаются на разведчиков, а остальные на добытчиков. Однако Юстас, который почему-то опять высаживается, ноет, что не хочет искать провиант, и, конечно же, после высадки слинивает хер пойми куда. Наши герои в это время осматривают остров, где находят какой-то спуск. На дне оказывается непонятное озеро с золотой статуей внутри. Проверив палкой, оказалось, что вода, видимо, сделана из короля Мидаса, и то не статуя, а один из лордов. Его меч лежит там же на дне, но проявив смекалочку, Эдмунд достал его другим таким же мечом, ведь они не золотели из-за тайной магии. Но тут Серебряный Король начал проявлять жадность. Происходит диалог. «Если я заберу это в Англию, ты не можешь забирать вещи из Нарнии». «Кто сказал?» Все перерастает в агрессивный переполох, где Эдмунда заебало быть вторым, даже меч Питер Каспиану оставил, а сам Каспиан говорит, что тот никогда его и не уважал. Намечается махач, но королева их быстро разводит, ведь уже просекла темку, и доводит до них, что это все зло с острова их искушает и испытывает. В итоге они успокоились и направились обратно к лодкам, хотя логичнее было бы еще раз осмотреть остров, учитывая, что лорды тут были. А пока пацаны устраивали махач, Юстас ходил-бродил и набрел на ебанутый каньон золота. Его жадность тоже не пощадила, и он начал собирать все, что не попадя. Почему-то, заметя браслет, он взял именно его, ведь, как говорится, мертвым оно не надо. После таких действий слышится... Но ему ж похер дрын, а зеленый дымок не дремлет. Пришедшие разведчики спрашивают, где этот умник, на что очевидно получают... Я хуй знаю, блядь. И поэтому вдвоем идут на поиски. Достаточно быстро они находят тот самый каньон, а в нем сапог да дневник, что очевидно означает о его скорой кончине. Нажмите F, чтобы перейти в полноэкранный режим или обратно, а мы продолжаем. Каспиан понимает, что трупак, где Юстас взял браслет, принадлежит одному из лордов, и его меч лежит неподалеку, что только подтверждает их наитупейшее решение возвратиться сразу к лодкам после обнаружения первого. И решились они уходить уже, однако те, кто был на Покорителе Зари, услышали какой-то рев, и капитан сразу смекнул, что хорошего тут не ждать. Без лишних слов из-за гор показался дракон. Вся команда по-быстрому снарядилась и навела арбалеты, пока летающая ящерица усаживалась на мачте. Репичип выбежал на битву и вколол дракону шпагу прямо в лапу. Тот этого, естественно, не оценил, поэтому, вернувшись к острову, схватил Эдмунда, который как раз с Каспианом вернулся после поисков Юстаса. Дракон его потащил хер пойми куда, и в этом хер пойми куда оказалась надпись, сделанная огненным дыханием, раскрывающая, что Юстас стал драконом. Ебануться. В любом случае, на берегу происходит шторм мозгов. Жалко, конечно, что Юстас не знал, что драконье золото не лыком шито, но надо что-то думать. В итоге, пока решили заночевать на берегу, а утром виднее будет. Что означает время душевных диалогов и монологов. Каспиан говорит, что мечтал в детстве отправиться на конец света, думал, что найдет там отца. И Эдмунд говорит, что может и найдет. Женщины там что-то свое обсуждают, а Репичип с Юстасом сближаются с разговором о невероятных приключениях. Много лет назад на пиратской шхуне я повстречал дракона, куда страшнее тебя. И не зря сказал про утро, ведь проснувшись, на небе появляется голубая звезда, что наконец наделяет их путешествие надеждой. Хотя не все так радостно. Ранее веселые русалки теперь предостерегают Люси, а корабль еле движется, ведь каким-то раком ветра практически нема, что нарушает пиратское правило номер 28. Так, стопэ, вы что, не знаете про пиратское правило номер 28? И пускай каждый парус наполняется ветром. В любом случае, гребсти такую посудину будет слишком долго. Корабля команда уже готова хоть дракона жрать, и в связи с этим Юстас придумал, как помочь героям. Это что, Рим? Все по местам! Юстас! Ты просто молодец! Полный вперед!
Каспиан проявляет сомнения, добрались ли вообще лорды до острова, но не время теряться, когда точка назначения уже под носом. Под ночь вся банда уже вышла к руинам, где не так долго пришлось искать стол Аслана. Подозрительно лежащая еда не смогла смутить их сознание, ведь за столом оказались 3 лорда. Выглядели они, конечно, не очень, но на удивление были живы. Пацаны быстренько сообразили выставить имеющиеся мечи на стол, которых, как вы понимаете, не 7, а 6. Однако даже с 6 что-то да начало происходить. Луч света в небо, и голубая звезда спустилась к смертным. Она поприветствовала героев, похвалила за пройденный путь, и после того, как пацаны побыли пацанами, начался серьезный разговор. Для начала спросили, что с дедами. Она сказала, что те начали бить друг друга по башке, так что их погрузили в стасис. Они очухаются, как придет время. Пока команда Покорителя Зари вдоволь наедается, Каспиан заводит телегу о мечах. Звезда подмечает, что одного не хватает, и на вопрос, где тот, указывает на остров зла, который, как ни удивительно, и становится их заключающим пунктом назначения. Поутру они отправляются сразу к нему. У всех свои переживания. Люси учит еще более мелкую ценить себя. Каспиан и Эдмунд признают друг друга как мужики, и даже меч Питера он передал справедливо. А Юстас чуть ли не струсил и не сбежал, но Репичип напоминает ему, что он, блядь, дракон, и своими ораторскими умениями воодушевляет Ящеротелого на подбеги. После мотивационной речи от короля, от которой все просто в полымя готовы, время заплывать. Внутри атмосфера ни к черту. Мало того, еще и всякие галюны вдруг из дыма появляются. У мужика это его жена, у Каспиана его отец, а у Эдмунда ледяная колдунья. Но все быстро приходят в себя из-за странного шума. Посветив фонариком, работающим на тайной магии, они увидели на одиноком камне деда, который, очевидно, последний лорд, хер пойми как выживший тут. Драконидзе его быстро переместил, и после установления личностей он молит разворачиваться отсюда нахуй. И раз уж они получили меч, именно этим они и решают заняться. Проблема только в том, что деду на старости лет мозг проело конкретно, и он решает сказать вроде предостережение, но мы все знаем, что это работает всегда только в плохом смысле. Есть, Ваше Величество. Не смейте думать! Не выдавайте свои страхи! Они могут стать явью! Эдмунд сразу же подтверждает мои высказывания, когда озвучивает, что подумал про морского, блядь, змея. Но на самом деле, учитывая количество членов команды, которые услышали деда, тут должно было быть 3 этих змей. В итоге остается только пиздиться с огромной змеюкой. Но не по приколу Юстас на подвиги решился, так что он вступает в схватку с зеленым червяком. Хотя достаточно быстро окажется, что Эдмунд придумал какую-то машину для убийства всего, чего, блять, угодно. Маразматик дед уже все попутал и кидает меч в оглушенного дракончика, отчего тот охуел и улетел нахер с острова отдыхать на ближайшее скопление песка. Змей в это время команде спуску не дает. Обмотался вокруг корабля и давай давить. Каспиан решает его протаранить об скалу, и для этого плана Эдмунд лезет к носу корабля, откуда светит ему фонариком для привлечения. Разок, конечно, чуть не сдох, но хоть какая-то атака прошла по этому черту. Ай, неважно. Давайте отвлечемся на безмятежную сцену отдыха Юстаса, которому пожаловал Аслан, что своими когтями или хер пойми чем превращает его обратно в пацана и отправляет на остров Раманду. На Покорителе Зари все не так хорошо в то время. От удара змея вообще похую. Но убить его все-таки возможно, так что нужно собраться. Юстас как раз понял, что к чему, и побежал к столу Аслана, пока на посудине команда гарпунит змеюку, чтоб не дергалась, а Справедливый лезет на мачту, чтоб нанести удар. Но не тут-то было. Юстасу мешает туман, и не только ему. Эдмунда тоже отвлекают видения колдуньи. Команда корабля уже не может держать гарпуны, но через все невзгоды уже не ящерица смогла положить последний меч, наделяя всех силой дружбы. Свет проблескивается сквозь тучи, знаменуя победу над чарами и повод для праздника.
лорды приходят в сознание, все жертвы туману возвращаются, и песня Репчипа принимает смысл. Дай небо, где волна, сладка, не солона. Она сладкая, как в песне. А на горизонте виднеется край света. Главные герои плывут через водный сад и говорят по душам. Наконец, Юстас раскрывается как персонаж и больше вызывает не отвращение, а настоящую гордость. Прибыв к земле, они застают картину, от которой у меня до сих пор в голове. Вау! И, конечно же, к ним присоединяется Аслан. Он хвалит всех за проделанный путь и говорит, что это как раз конец этого пути. Ведает Лев, что его страна находится за волной. На вопрос Каспиана про отца, тот отвечает, что лишь переступив порог, он узнает, там ли он, однако вернуться оттуда уже не сможет. Каспиан подумал, да и понял, что не для этого он жил, чтобы увидеться с отцом. Что он ему скажет, если найдет там? Что бросил целую нацию из-за личного желания? Он понял, что ему нужно принять наследие отца и стать настоящим королем. Следующим он обращается к нашим британцам. Эдмунд понимает, что в этот раз им пора принять, что надо возвращаться домой. Навсегда. Ведь Нарния это, конечно, прекрасно, но в реальности у них есть семья, которая их любит и которую любят они. Но пока Репчип выходит вперед, для того, чтобы со всем своим присущим рыцарством просить Аслана переправиться в его страну. На что никто, собственно, не возражает. Достойнее, чем он в Нарнии, найти сложно. Тем паче, учитывая очевидную связь между загробным миром и страной Аслана, а также отсутствие Ордена Мышей-Рыцарей в этом фильме, думаю, ему будет с кем там пообщаться. Храбрый мышь со всеми прощается, особенно эмоционально с Юстасом, и отправляется на ту сторону. Люси всеми силами не хотела уходить уже навсегда, но в итоге до нее дошла суть мира и слов Аслана, так что через еще более невероятное зрелище открывается проход обратно. И снова прощание, а также принятие, что, после, к сожалению, неизбыточного намека на продолжение, А я вернусь. Возможно, что и вернешься. ведет к возвращению. Что ты там делаешь? К нам в гости пришла Джилл Боу. Да, вот такой вот он, третий и последний фильм. Какой же он охуенный. Просто шик и блеск. Обе предыдущие части вели именно к этому моменту. Игра актеров, качество графики, проработка сценария с каждой частью становилось все лучше.
Возможно, то, что продолжения нет, это и грустно, но даже не знаю, смогло бы оно переплюнуть этот фильм. Просто персонажи на экране уже приводили меня в восторг. Каспиан — это мое почтение. В прошлом фильме он, может, и был одним из главных героев, но все-таки чувствовался как-то немного блекло, а здесь он расцвел. Мужчина из мужчин, король из королей. Эдмунд тоже не подкачал. Все его приятные черты из второго фильма остались, но также он обзавелся конфликтом, даже не высосанным из пальца, и колдунью смогли притянуть. Ну, молодцы. Люси — это тоже неплохо, но про нее я уже поговорил, так что не будем долго мусолить. Подведем некоторые итоги. Так, стоп, вот тут вот я заметил, что я ничего не сказал про Юстаса, хотя в самом начале ролика сказал, что как бы он мой любимый персонаж. Короче, его арка просто блестящая, его актерская игра тоже блестящая. Вот вам рейтинг персонажей, тут больше никого нет, кроме Юстаса, он самый лучший. Конец. Итоги давайте. Для начала, в прошлом видео я упомянул, что первый фильм был сказкой, второй средневековой, не знаю, эпопеей, а третий фильм оказался пиратами Карибского моря, только без пиратов и без Карибского моря. Очень заметно поменялось повествование, что не мудрено, ведь теперь история — это полноценное путешествие, а не поиск пути домой или политические распри. Кстати, насчет концовки. Ну и какой же фильм «Хроники Нарнии» без масштабной битвы в конце? Ну, судя по всему, третий. Конечно, сражение со змеюкой можно считать с натяжкой, масштабной битвой, но это даже было не воплощение зла, а лишь искаженный страх. Кстати, интересное решение не делать из зла какую-то конкретную фигуру. Зло здесь — это зараза, пожирающая все, и это классно. Также классно, что влияние Аслана в этом фильме меньше, но он все-таки сделал один из самых важных мувов, так что он, как обычно, всех спас. Уже третий раз. Пора немного замедлиться. И я сейчас не только про свой темп речи, но и в принципе про видео. Это было прикольно. Освежить воспоминания этими фильмами, но запомните, это еще не конец. Как я и говорил в первом видео, я это все делаю с целью встретиться со своим призраком прошлого. И я это сделаю через 2 ролика. Надо отдохнуть от вселенной Нарнии немного. А пока я желаю вам подписать на телегу мне портки и давайте. Салакаху.